Привет, Арми. Что именно Чингук и Тонг сделали в тайне, что заставило HYBE вмешаться, это начало раскола, или это шокирующее признание, которое скрывалось все это время? Возникает еще больше вопросов, и не забудьте оставить свое мнение в комментариях, нажмите «Нравится» и подпишитесь, чтобы не пропустить. Никто на самом деле не знает, что происходит за кулисами, но что бы вы сделали, если бы две звезды BTS внезапно исчезли с радаров общественности и не подавали никаких признаков в течение нескольких дней, а затем снова появились в тени тайны? Сцена началась, когда у руководства HYBE не было выбора, кроме как вмешаться напрямую, дав закрытое заявление внутреннему персоналу. Напряжение началось 2 недели назад, когда ряд преданных фанатов заметили нечто странное. Чингук и Тонг, два громких имени, внезапно исчезли из социальных сетей, были неактивны даже в важные моменты, такие как дни рождения их близких друзей, не были замечены на официальных расписаниях HYBE, не появлялись на репетициях или фотосессиях для послов бренда. Никаких разъяснений, никаких громких слухов, просто неестественная тишина. И среди тишины общественность начала подозревать, что происходит что-то гораздо более глубокое. Подозрения переросли в массовую тревогу, когда среди международного сообщества ARMY распространилась размытая фотография. На ней были изображены двое мужчин в масках, одетые повседневно, входящие в здание, которое не было ни HYBE, ни студией, а частной собственностью человека с противоречивой репутацией в корейской индустрии развлечений. Возникли вопросы, почему Чингук и Тонг встретились с этим человеком? Почему они молчали и не давали объяснений? Было ли это формой неповиновения или молчаливой попыткой передать что-то большее? Мнения фанатов разделились. Некоторые считали, что у них были веские личные причины, другие беспокоились, что это был знак того, что эти двое планировали что-то, что противоречило их контрактам. Шум дошел до высшего руководства, HYBE провел закрытое внутреннее совещание. Официального объяснения не было, но утечки от персонала говорили, что встреча была напряженной и разочарованной. Один из источников сказал: «Мы не ожидали, что наши два громких имени сделают это без ведома руководства. Что это значит?» Утечки еще больше укрепили теорию общественности о том, что встреча была не просто частным делом, она была частью независимого, глобального проекта, не получившего прямого одобрения HYBE, проекта, который включал межотраслевое сотрудничество и мог радикально изменить ход их карьеры. Тот факт, что они держали это в секрете от агентства и напрямую общались с внешними сторонами, накалил внутреннюю атмосферу. Некоторые сотрудники почувствовали себя преданными, другие начали сомневаться, не слишком ли HYBE контролирует своих артистов. Через несколько дней после встречи общественность была шокирована внезапными изменениями. Официальные графики BTS были отменены, глобальные фотосессии были остановлены, специальные выступления на крупных мероприятиях были отложены. Еще более подозрительным было то, что официальный аккаунт BTS удалил несколько ранее опубликованных тизеров. Общественность была убеждена, что что-то скрывается. Реакция других участников BTS, особенно Чимина, была очень эмоциональной. В прямом эфире он сказал: «Есть вещи, которые я не могу объяснить, но я надеюсь, вы все еще доверяете нам». Это было завуалированное признание того, что дела в группе больше не идут нормально. Тонг и Чингук хранили молчание, но неожиданное свидетельство пришло от их бывшего менеджера, который сказал: они всегда чувствовали, что их идеи и выражения были ограничены, они хотели, чтобы их услышали. Теперь вопрос стоит серьезнее: является ли это формой сопротивления чрезмерно ограничительной системе индустрии развлечений? Или шагом к творческой независимости, которая была только дискурсом в КПОП? HYBE теперь действительно находится в центре внимания. В отчете о расследовании говорится, что после этого инцидента увеличилось количество сообщений о внутреннем недовольстве, некоторые даже упоминали Чингука и Тонга как вдохновителей высказаться. Поскольку циркулировали слухи о распуске определенных проектов и внутренней реструктуризации HYBE, давление оказывалось со всех сторон – инвесторы, СМИ и фанаты. HYBE наконец выпустили очень осторожное официальное заявление, не отрицая внутреннюю динамику, но заявляя, что все шаги артистов всегда происходят в позитивном творческом духе и привлекают внимание руководства. Заявление не развеяло подозрения, а только усилило их.
На фоне напряженности появилась еще одна 46-секундная запись с камер видеонаблюдения. Чингук и Тонг были замечены выходящими из секретной студии в районе Чхондамдон. Чингук держал документ, который, как предполагалось, был черновиком нового контракта не с HYBE, а с независимым агентством за пределами Южной Кореи. Это первый шаг к расставанию. Поклонники разделились. Некоторые чувствуют себя преданными, но многие поддерживают. Они считают, что Чингук и Тонг просто хотят свободно выражать себя. Один вирусный комментарий гласил: «Возможно, это единственный способ, которым они сейчас могут дышать». Что дальше? Сделают ли они официальное заявление? Или мы наблюдаем серьезный сдвиг в индустрии К-поп, где артисты берут полный контроль над своим будущим? Утечки от сотрудников HYBE предполагают, что документальный проект, предложенный Чингуком и Тонгом, на самом деле был представлен руководству более 6 месяцев назад, но был сразу отклонен, потому что его посчитали несоответствующим имиджу группы. Чей имидж? BTS? Или имидж HYBE, который боится потерять контроль? Документальный фильм – это не просто музыкальный проект, это их настоящая история, созданная ими самими, без корпоративной цензуры. Он подчеркивает психологический стресс, идеологические конфликты и эксплуатацию индустрии. HYBE в панике. Если фильм выйдет, он может потрясти индустрию по всему миру. Вскоре после того, как новость стала достоянием общественности, на корейских андеграундных форумах появилось короткое видео. Слышен голос, похожий на голос Чингука: «Я устал. Я хочу иметь возможность создавать музыку, не спрашивая разрешения у 3 уровней директоров». Затем последовал предполагаемый голос Тонга: «Если мы будем молчать, мы навсегда останемся марионетками». Хэштеги «Решетка Летемспик» и «Решетка Фриенкак» стали глобальными, были запущены петиции, общественное давление возросло. Но вместо этого HYBE приостановили все свои индивидуальные акции на 2 недели. Причина – внутреннее изменение расписания. Но общественность знала, что это была форма молчаливого наказания. В другом сообщении говорилось, что благотворительный проект Тонга по художественному образованию для детей с психологической травмой также был отменен, предположительно, потому что он отклонил пункт HYBE о творческой исключительности. Чингук подвергся еще большему давлению, посыпались негативные статьи, это назвали попыткой убийства репутации. Но общественность дала отпор, хэштег «Решетка Протестюнкак» стал вирусным, тысячи тем раскрыли схему манипуляции, которая была скрыта. Бывший стажер HYBE вмешался: контроль в этой компании жестче, чем вы думаете, от расписания до еды и личного общения. Чингук и Тонг – 2 из немногих артистов, которые отвергли эту культуру слепого повиновения. Затем появилась аудиозапись внутреннего совещания. Руководитель сказал: если они продолжат это делать, другие последуют, они не смогут победить. Эти слова шокировали мировое сообщество. Организация по защите прав молодых артистов Кореи выступила заявлением, назвав это системным доказательством того, что крупные компании в сфере развлечений забыли, что артисты – это люди, а не машины для зарабатывания денег. Но HYBE продолжала оказывать сопротивление, отзывать спонсорство из их сольных проектов, прекращать сотрудничество, которое могло бы стать символом сопротивления.